Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события недели с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Ну, вы как раз и реалисты, мои дорогие. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но я так надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства и образы карт дадут возможность какой-то для себя либо вопрос прояснить, или предположить, что есть какие-то альтернативные варианты для решения моих задуманных, может быть, как мечты, так и намерений, или по факту каких-то событий тоже вам помогут прояснить обстановку или что-то увидеть как будто с другого ракурса, с другой стороны. Словом, карты Таро вам будут чем-то полезны. И первую карту мы достанем, что важно знать, или оценка ситуации. Вообще астрологически, астрономически неделя ожидается достаточно спокойная. Вот правда, то, что будет дальше, ну, тут не совсем, наверное, про спокойствие, потому что, ну, отчасти на этой неделе, 10 числа, Марс входит как раз в ваш знак, но для вас это проиграется с большим плюсом. Почему? Больше как будто будет, вы будете чувствовать себя более ресурсным, или это будет какой-то приток энергии. Если буквально какая-то ситуация измотала нас, или мы очень уставшие, то здесь мы будем себя более ресурсными чувствовать. Психоэмоциональный фон наш, он будет соответствовать тому, что мы будем готовы воплотить какую-то свою мечту или цель в реальность, и мы увидим возможности. Вот для вас Марс будет как раз проигрываться, и не только для вас, в этом плане для всех знаков стихии Земли. Вот такое вхождение Марса в ваш знак более какое-то позитивное значение несет. Но уже через неделю у нас там будет и ретроградная Венера, когда могут какие-то вопросы из прошлого словно всплыть на поверхность, но это не просто для того, чтобы ну, там, воспоминаниям каким-то мы предавались. Нет, тут как раз эти вопросы словно заново приходят в нашу жизнь, чтобы мы более четко понимали, что нам делать, от чего отказаться. Именно вот с каким-то конкретным приложением вот эта ретроградная Венера будет проигрываться. Но, надо сказать, там еще и узлы у нас меняются тоже с 18 июля. Поэтому много в дальнейшем перемен. Ну и где-то с числа 19, когда Солнце входит в знак Льва, присоединяется Лилит, черная луна. То есть там может быть и турбулентность какая-то, там могут быть какие-то заявления громкие, не наши личные, а это обстановка вокруг нас может очень быстро, стремительно меняться. Может быть, кстати, много и фейков, много какой-то информации такой разрозненной, которая может напоминать в целом хаос, когда в нескольких проекциях нашей жизни, и причем на том уровне, который от нас не зависит, то есть это обстоятельства, тоже какие-то перемены, поэтому держать придется руку на пульсе. Так вот, эта неделя, она как раз еще относительно, но обещается спокойной. Ну, давайте узнаем, что думают карты, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И основные сферы жизни, дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам на неделе? И личная жизнь. Что важно знать? Ну да. Но, видимо, какая-то генеральная репетиция может быть уже на этой неделе. Колесо фортуны. И здесь 50 на 50, именно в этой колоде Таро. Если бы была другая какая-то, я бы однозначно сказала, это шанс, это какая-то возможность. А здесь я вам добавлю, что может быть это и действительно шанс, возможность, а может быть это выглядит только так. И значит, мы должны быть внимательны. Мы об этом узнаем только когда в чем-то примем участие. И если мы, взаимодействуя с кем-либо или с чем-либо,
видим, что нет, нам туда не надо, я не хочу продолжения, или какая-то ситуация мутноватая, или люди какие-то непонятные, что-то, или интуиция, кстати, интуиция для вас, она будет вообще очень важна на последующие годы, не говоря уже вот с этого периода буквально, у нас понедельник с 10 начинается, и здесь могут быть какие-то, ну, как знамения или возможности. И пока мы не провзаимодействуем, мы ведь не разберемся. Так вот, если мы видим, что нам в этом направлении, ну, предпочтительно либо не заниматься, либо не двигаться, значит, выйти вовремя, как вот этот мудрец, который проползает под колесом фортуны. Решать только вам. По этой карте мы надеемся сами на себя, и мы должны исключить всяческую возможность риска. Мы не должны попасться на крючок, может быть, буквально каким-то мошенникам. А они могут как раз активизироваться. В том же смысле мы не должны себя дать уговорить на какую-то мутную сделку, например. И помните, тайное становится явным, а тут точно планетарно, по всем позициям, даже через какой-то период времени, что-то может всплыть на поверхности и для нас, когда мы уже сами успели забыть, нам где-то омрачить жизнь или добавить проблем. Поэтому риск как и на сегодня, так и в последующий период мы должны полностью исключить. Любая ситуация для нас должна быть прояснена. Мы должны видеть, куда мы идем и куда ситуация разворачивается. Но вот, видимо, в этом мы и будем разбираться и, видимо, принимать, участвовать в чем-то или нет. Но я надеюсь, для большинства проиграются как какие-то возможности. Чего не избежать? Обнуление практически. Это в том плане у нас старший аркан, нулевой шут. И нам говорят, что мы сломаем собственные стереотипы. Здесь может быть как известие, предложение, повторяюсь, так и обстоятельства, которые окружают вас. И вы, знаете, это как какое-то осознание может прийти на неделе, что я до этого не предполагала, что, допустим, я настолько кардинально поменяю свои взгляды. Или какое-то дело, которое прежде для вас было, ну, недопустимым. Или вы всегда говорили, нет, ну вот этим я точно не буду заниматься. Разворот на 180 градусов, и как раз мы можем начать как участвовать в каком-то деле, причем это может для нас послужить началом какого-то нашего нового жизненного этапа, который дарит какие-то возможности. Поэтому, знаете, с учетом вот этих двух карт, безусловно, в чем-то мы не должны сглупить, совершить ошибку, буквально. Дополняет значение карты колесо фортуны, нулевой аркан. Но ведь может быть еще для кого-то из вас как совершенно начало нового вдохновения, нового творчества, какой-то новой работы, нового самовыражения, нового самого себя. Для кого-то может проиграться переезд, и там тогда словно на другом, может быть, месте, которое для вас тоже может быть, знаете, вы не собирались в этом направлении переезжать, уезжать или как-то двигаться, а здесь планы сами по себе могут прийти в движение и меняться кардинально. И может обстановка так сложиться, что вокруг как будто вас, ну вот обстоятельства какой-то непреодолимой силы вас вынуждают принимать как альтернативное решение, либо действовать каким-то нетрадиционным путем, не так, как всегда. И в последующем это откроет перед вами совершенно новое качество жизни и новые возможности. То есть вот эти 50 на 50, как по колесу фортуны. Но понять окончательно мы сможем только тогда, когда либо мы проучаствуем в этом, либо мы как-то столкнемся, либо будет наше взаимодействие с тем, что внезапно придет на наш порог. Чему сейчас не время? Не надеемся на Его Величество счастливый случай. Мы не надеемся на то, что какая-то ситуация разберется сама. Или что к нам кто-то придет на помощь. Или буквально мы не надеемся, что мы уйдем от каких-то решений. Какая-то словно проблема, ну, с течением времени как-то нейтрализуется, этого не произойдет. Вот я об этом уже сказала, что тайное становится явным. Оно обязательно где-то вылезет для нас, и в каком-то неприглядном свете всяческую возможность риска мы
избегаем, не время. Поэтому и не надеемся, как и на какую-то фортуну, которая с завязанными глазами нам как раз показывает, как и на людей, которые, может быть, нам обещают, что я тебе помогу, а в последующем они развернутся и уйдут в другую сторону. Поэтому сами просчитываем свои шаги. А что нам помогает? Отчасти хитрость, ловкость, когда мы понимаем, что люди нам не договаривают всего, и мы не узнаем наверняка какой-то правды. Нам помогает интуиция, нам помогает, если какое-то дело мы словно решаем в обход. Или так сначала аккуратно к чему-то подступаемся, смотрим, пройдет этот вариант или сработает он или нет. Если видим, что упирается словно решение вопроса в какую-то невидимую дверь, значит, нам туда не надо. Это могут быть как подсказки Вселенной. Нам придется где-то думать одно, а транслировать другое. Вот транслируем мы как раз больше лояльность. Никто не должен догадаться о наших планах, о том, что мы думаем, о том, что мы планируем. Быть немножко на своей волне. Люди тоже где-то будут склонны к тому, чтобы манипулировать или как-то использовать для своих каких-то либо нужд, либо для решения вопросов. Поэтому и мы где-то больше подходим с позиции, что если хитрят со мной, ну, значит, и мне стало быть точно в таких же энергиях просто необходимо. И тогда вот это все нам помогает. Дела, работа, бизнес. Прочная достаточно позиция ваша на данный момент, и это могут быть вопросы, которые вы решаете в высоких инстанциях, подписываете, опять же, какие-то договоры или соглашения, или вы сами идете согласовать тот или иной документ, или вы узнаете, каким образом обустроить какое-то дело, что будет или как будет правильно сделать по закону. Вы можете контактировать с людьми, которые наделены властью. Здесь может поменяться, в принципе, ваше окружение, отчасти потому, что вы сами хотите этого. С другой стороны, как будто вас и пространство может сводить с людьми, которые имеют какие-то полномочия в своих руках. Не просто власть, а есть еще и момент ответственности. То есть, кому я могу доверять, кто сильный мира сего. Вот правда, у вас может быть даже желание больше контактировать с такими людьми. Но и, безусловно, карта нам говорит о том, что император, он в первую очередь надеется сам на себя. И он понимает, что обстоятельства никогда не будут постоянны, они будут все время меняться. Но от этого не должны меняться его какие-то цели. Вот то, что он для себя планирует. И плюс к тому удерживать положение, как и в обществе, как и все то, что вы достигли, как, например, ваше доброе имя. Ничем не рисковать. Все-таки император, он понимает, что и толпа-то переменчивая. Он понимает, что и люди-то подводят. И тем не менее, вот в таких каких-то условиях он будет удерживать свои прочные позиции и просто корректировать, может быть, свои планы в зависимости от обстановки, которая складывается вокруг. Вот где-то в таких энергиях, которые я обрисовала, вам предлагают быть, и, наверное, это будет наиболее продуктивно, как раз больше возможностей на этой неделе, и, значит, получим какие-то большие бонусы или больше вопросов согласований каких-то мы сумеем совершить. Давайте финансы посмотрим. Правда, придется вам общаться с людьми, ну, как минимум разного ранга, и в том числе и с людьми, которые наделены властью, полномочиями. Но и есть какое-то, может быть, предложение или проект, который вам может быть озвучен как какое-то дело, которое как игра стоит свеч. Вот такой вот вариант. И будет зависеть ваше финансовое положение от ваших принятых решений. Перед тем, как осуществить что-то, либо куплю-продажу, либо какие-то планы на будущее по поводу финансов, где я могу больше заработать, или участвовать мне в этом деле или нет, заниматься мне этой работой или нет. Нужно все словно и продумать, проанализировать, куда меня заведут эти отношения или куда заведут меня эти предложения, а что будет потом. Это вот все то, что я уже сказала, что мы должны предвидеть на далекий период. Мы тут с собой, своим добрым именем не рискуем. И если что-то нам предлагают или есть какой-то вариант заработать, значит, должны быть учтены какие-то мелочи. Мы не должны допустить какую-то оплошность.
Ну, вообще деньги как бы будут, потому что, надо сказать, император нищий не бывает, и уже подразумевается, что деньги у нас как бы есть. А вот априори, куда мы их тратим, что в дальнейшем? Вот здесь начинаем с честности с самим собой, и, видимо, так вот надо поразмыслить и какие-то альтернативные варианты это рассмотреть. По крайней мере, исключить какой-то риск определенно. Все-таки у нас нулевой аркан. И в личной жизни, вот в личной жизни, скорее всего, какая-то победа, а может быть, у вас какая-то личная история начинается с дружбы, а в последующем и будет иметь какое-то серьезное продолжение. Или это может означать ваш успех по делам, по работе, по бизнесу. Может быть такое. Или какой-то вопрос, как минимум один, вы решаете и остаетесь собой довольны. А может быть, для кого-то из вас это ваш какой-то проект или то, что вы хотите осуществить, вас могут ваши близкие тоже поддержать. Или вы можете что-то даже обсуждать, и в этом обсуждении ваш узкий круг людей приходит к тому, что да, вы все делаете правильно, как бы с вами соглашаются, и вполне вероятно, вы вместе уже какой-то проект можете осуществлять. Но больше нам говорит эта карта о какой-то победе, и значит, как минимум один хотя бы вопрос вы решите не только с пользой для самого себя, но, наверное, и тогда, когда будет какая-то перспектива наперед. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.